Глаза беременной женщины расширились, когда немецкая овчарка начала яростно лаять. Она неуверенно шагнула назад, обхватив живот. «Пожалуйста, остановите его», — умоляла она, оглядываясь. Но барон, служебный пес, не отступал. Он рычал, его взгляд был прикован к женщине. Андрей, сотрудник вокзальной безопасности, знал барона, тот не лаял просто так. Он был обучен выявлять угрозы, но сейчас, казалось, чувствовал что-то особенное. Один из офицеров шагнул вперед. «Мэм, нам нужно задать вам несколько вопросов». Женщина побледнела. «Я ничего не сделала», ее голос дрожал. Пассажиры наблюдали, кто-то с сочувствием, кто-то с подозрением. Андрей колебался. Он доверял барону. «Нам нужно отвезти ее на проверку», — решительно сказал он. Двое офицеров мягко сопроводили женщину в комнату досмотра. Она тяжело дышала, руки дрожали. «Я не понимаю, что происходит», — прошептала она. Андрей шел следом. Барон не успокаивался, он метался, скреб дверь. Это было странно. В комнате офицер проверял сумку, другой готовился к сканированию. «Есть ли у вас медицинские показания?» — спросили ее. «Я на 7-м месяце беременности», — ответила она неуверенно. Внезапно женщина вскрикнула и схватилась за живот. Лицо исказилось от боли. «Срочно вызовите медиков», — скомандовал Андрей. Женщина осела на стул, тело дрожало. За дверью барон яростно скулил и рычал. Он чувствовал, что что-то не так. Когда прибыли медики, один из них приложил руку к ее животу, затем замер. «Это не просто преждевременные роды. Что-то еще происходит», — сказал он. Женщина побледнела. «Пожалуйста, спасите моего ребенка», — прошептала она. Один из медиков повернулся к Андрею. У нее внутренний разрыв. Если не прооперировать срочно, она и ребенок могут погибнуть. Андрей похолодел. Барон почувствовал это раньше всех. Женщину срочно повезли в скорую. «Держитесь!» — кричали медики, спеша к машине. Барон бежал рядом, не отрывая глаз от женщины. Она повернулась к нему и прошептала «Спасибо». Барон тихо заскулил в ответ. Андрей смотрел вслед скорой, сердце стучало. Успеют ли? Он и барон сидели у больничного входа. Время тянулось мучительно долго. Наконец, появился врач. Его лицо было серьезным, но потом он улыбнулся. Она выжила. Мать и ребенок в порядке. Андрей выдохнул. Барон вильнул хвостом. Врач добавил, у нее был внутренний разрыв, незаметный без оборудования. Если бы ваша собака не подняла тревогу, они бы не выжили. Он спас им жизни. К ним подошла медсестра. В руках у нее была записка от женщины. «Скажите собаке, что она мой ангел».